Очередной эпизод многонационального единения пережили жители Мариуполя. По мнению местных жителей, город за последние месяцы успел стать большим мигрантским отстойником. Там пачками ловят нелегалов из Средней Азии, а преступления приезжих перестали быть чем-то особенным. Теперь в городе еще появились и чеченцы при полном параде. Одна из кавказских семей въехала на внедорожнике Lexus прямо на пляж города, поближе к воде. Их совершенно не смутили дети, которые там отдыхали, и возмущение взрослых. Более того, подросток прямо стал угрожать отдыхающим русским женщинам. Об этом и расскажем в нашем выпуске. Просьба поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. О том, что в Мариуполе происходит просто нашествие мигрантов из Средней Азии, местные жители кричат все последние месяцы. По разным оценкам, их там может находиться от 30 до 50 тысяч человек. При этом регулярные рейды силовиков постоянно выявляют группы среднеазиатов, которые вообще находятся в городе нелегально. И к этому всему в Мариуполе начинает добавляться проблема чеченцев и других кавказцев, которые ведут себя непотребно и игнорируют возмущение горожан. Итак, лето, солнце, песок, море. Казалось бы, идеальная картинка для отдыха. Но недавно этот идиллический пейзаж был нарушен конфликтом между местными жителями и чеченской семьей, приехавшей на отдых на внедорожнике. Появившееся в сети видео мгновенно вызвало бурные обсуждения в социальных сетях. На кадрах видно, как белый автомобиль, принадлежащий семье из Чечни, стоит прямо на песке, совсем рядом с водой. Местные жители, отдыхающие на пляже, пытаются объяснить семье, что такое расположение машины неудобно, так как рядом играют дети. Как все люди, просят они, предлагая переставить внедорожник подальше от воды. «Убери машину по-человечески», — попросил главу чеченского семейства русский мужчина. «Попробуй переставь», — в дерзкой манере ответил приезжий. «Здесь дети отдыхают, ты заехал». «Царь, что ли?» — возмутилась одна из женщин. При этом другая женщина, глядя на жену чеченца, которая явилась на пляж в мусульманском платье до пят и хиджабе, сказала: «Сейчас нас порежут тут всех». «Возьми машину, да и поставь ее, как все люди», — продолжил отдыхающий уговаривать чеченца. Тем временем младший сынок чеченцев стал ходить с грозным взглядом, мешать местным жителям снимать номера их машины с 95-м регионом, демонстрируя свои навыки поведения в подобных ситуациях. «Здесь зона отдыха, вы понимаете, что сюда нельзя на машине?» Продолжила горожанка объяснять приезжим правила поведения на местном пляже. И тут влез старший сынок чеченцев, у которого, видимо, уже хорошо оточены навыки общения с русскими. «Я твой телефон сейчас разобью». «Бабинь, давай иди отсюда». «Я тебя сейчас здесь переверну, овца», — заявил милый кавказский мальчик, укрепляя дружбу народов и любовь к России. В конце концов, пришлая семейка отказалась куда-то отъезжать, разместив свои пожитки рядом с машиной на пляже. Эту ситуацию прокомментировал корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. «Хозяева жизни на Мариупольском пляже. Год назад я говорил на эту тему с ребятами, и они убеждали меня, что здесь им такого никто не позволит. Я лишь скептически качал головой и грустно ухмылялся. Разумеется, номера пробьют, и это окажется какой-то великий воин, который заставит самих пробивальщиков заполнить специальный купон на 200 извинений. Семигина уж не буду цитировать», — отметил корреспондент. По данным местного канала, агрессивный гость города является одним из соучредителей предприятия «Вакстрой», которое занимается восстановлением Мариуполя. Жители региона, которые ранее крайне редко сталкивались с подобным поведением гостей-хамов, негодуют в комментариях. Есть определенные правила и законы, которых должны придерживаться и соблюдать все. В чем проблема? Ну давайте завтра все будем заезжать на пляж на своих машинах. А почему бы и нет? Вроде же все элементарно просто, и это касается не только пляжа, дороги, парковки и так далее. Просто нужно быть человеком и к окружающим относиться по-человечески. И все будет хорошо, уверена Инна. Здесь большинство фирм однодневки. Зашли, украли и свалили, возмущена Виктория. Многие отметили, что поведение гостя города – настоящее хамство. Разжигание межнациональной вражды со стороны владельца машины и его друзей, которые нападают вчетвером на одного мужика, который отстаивает порядок на пляже. Человеку сделали замечание из-за плохого поступка и неуважения к отдыхающим. В ответ – агрессия. Этого полиции тоже мало будет. Негодует Влад. Нужно отметить, что генерал-майор Апти Алаудинов извинился за представителя Чечни, который устроил скандал на пляже в Мариуполе. После скандала в Мариуполе он лично принес извинения за поведение уроженца Чечни, устроившего разборки с местными жителями.
Чеченский военачальник пообещал, что действия его соотечественника получат надлежащую оценку и будут сделаны суровые выводы. Он также выразил искренние извинения всем, кто был оскорблен и претерпел неудобства из-за действий конкретного лица, и попросил не судить обо всем народе по поведению этого человека. Убежден, что оно обязательно получит надлежащую оценку и будут сделаны суровые выводы, подчеркнул Апти Алаудинов. Вместе с тем, прошу не прибегать к некорректным обобщениям по национальным признакам и не разделять нас изнутри, подытожил Алаудинов. Люди в социальных сетях подмечают, что они у себя дома в Чечне все по струнке ходят, а в России раскрываются и показывают свое отношение к русским. Один из телеграм-каналов пишет по этому поводу: «В Мариуполе потихоньку запускают дружбонародный антикриз». Цитата. «В Мариуполе всегда мирно уживались представители разных народов, и так должно быть и впредь». Об этом заявил в Рио главы городского округа Олег Маргун, который обсудил на утреннем совещании в городадминистрации тему профилактики экстремизма и терроризма. Он отметил, что участились случаи информационных вбросов с целью раскачать общество, в том числе в вопросах национальной принадлежности и миграционной политики. В связи с этим в городе усилили информирование населения об опасностях подобных явлений в современном мире и правовых последствиях за действия террористического и экстремистского характера, а также о приемах и уловках, которые используют радикалы для привлечения в свои ряды новых сторонников. Местные жители отвечают чиновнику: «Лучше бы навели порядок». Восточные хозяева местных считают людьми второго сорта. Женщинам страшно ходить по улицам. На дорогах 95-й, 5-й и 761-й регионы ездят как хотят, для них правил не существует. Везде открываются забегаловки сомнительного качества. Наркотой наводнили город. А у Маргуна все хорошо. Маргун одел розовые очки и не видит все, что происходит в городе, или не хочет вникать в жизнь города. Прибывшие новые жители города ведут себя по-хамски, возомнили себя хозяевами. Недавно внучка гуляла с подругами, им всем по 10 лет. Во дворе дома вышел с подъезда квартирант с бородкой, мусульманин, стал спрашивать их, как зовут. У одной девочки попросил номер телефона. Девочка позвонила папе, он вышел и, естественно, устроил разборки, а надо было просто сообщить в органы. Будем надеяться, что эта конкретная ситуация разрешится, и наплевавший на всех хозяин внедорожника будет как-то наказан за свое недостойное поведение. К этому добавим, что вчера произошел еще один инцидент с пришельцами. В Самаре мигранты разбили голову депутату Михаилу Матвееву, когда он пытался разнять их в драку с русскими парнями. Депутат Госдумы Михаил Матвеев ехал на своей машине и увидел, как группа мигрантов дерется с местными жителями. Он вышел из машины и попытался разнять дерущихся, показав депутатское удостоверение, но сразу же получил удар палкой по затылку, рассекший ему голову. В последние месяцы депутат Госдумы Михаил Матвеев выступал с резкими инициативами, направленными на ужесточение миграционной политики в России. В том числе он был одним из авторов законопроекта, который предусматривал запрет на ношение никабов на территории нашей страны. Во время поездки в город Самару на законодателя было совершено нападение. На данный момент известно, что агрессорами выступили приезжие южане, а сам парламентарий получил травму головы. В связи с этим вспоминается, что это не первый случай нападения на депутата. И напоследок напомним, некоторое время назад возле телецентра Останкино группой из 3 среднеазиатов была изнасилована сотрудница спортивного телеканала Матч ТВ. Тоже довольно громкий и резонансный случай. Что думаете по поводу всего этого, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!